Это манускрипт Войнича. Книга, ставшая символом одной из величайших исторических тайн. За прошедшие столетия ее называли зашифрованным посланием, утраченным научным трактатом, текстом на неизвестном языке и даже свидетельством знаний, пришедших из иного мира. Вокруг этой рукописи возникло бесчисленное количество теорий. О ней спорят историки, криптографы и любители загадок по всему миру. При этом сам объект выглядит на удивление скромно. Это всего лишь старинная книга небольшого формата. Сегодня она хранится в библиотеке редких рукописей Ельского университета. На ее страницах неизвестный алфавит, написанный плавными строками выцветших чернил. Рядом с текстом находятся десятки необычных иллюстраций, странные растения, загадочные фигуры людей, астрономические схемы и неизвестные механизмы. Исследователи условно разделили содержание рукописи на несколько тематических частей. Среди них разделы, посвященные растениям, астрологии, медицине, фармакологии, космологии и различным рецептам или инструкциям. На первый взгляд, это просто еще один древний манускрипт среди тысяч подобных, сохранившихся в архивах и библиотеках мира. Но именно здесь начинается главная загадка. Дело не в возрасте книги. Ей более 6 веков, существуют рукописи намного древнее. Настоящая тайна заключается в другом. Несмотря на усилия лучших специалистов, никто до сих пор не смог прочитать ее содержание. Символы можно переписать и проанализировать, но понять их смысл человечеству пока так и не удалось. 600 лет спустя после создания этой книги ее язык остается неизвестным, а ее содержание – скрытым от всего мира. На протяжении более 100 лет лучшие криптографы мира, специалисты по древним языкам, историки и тысячи независимых исследователей пытаются раскрыть секрет манускрипта Войнича. Особую загадку представляет сам алфавит рукописи. Символы, которыми написан текст, не совпадают ни с одной известной системой письма. За все время исследований ученым так и не удалось найти другой документ, написанный тем же языком, или хотя бы похожими знаками. Не меньше вопросов вызывают и многочисленные рисунки. Человеческие фигуры на страницах выглядят вполне узнаваемо, хотя зачастую изображены весьма необычным образом. Но настоящая проблема начинается, когда исследователи обращают внимание на растения. Большинство ботанических иллюстраций словно не принадлежат нашему миру. Некоторые элементы напоминают реальные виды. Однако полностью сопоставить хотя бы одно растение с существующими образцами так и не удалось. Кажется, будто художник либо намеренно смешивал разные виды между собой, либо изображал нечто, чего никогда не существовало. Кто создал эту рукопись? Где она была написана? На каком языке? И главное, какую информацию ее автор пытался сохранить для потомков? История самой книги не менее удивительна, чем ее содержание. Свое название рукопись получила благодаря человеку, который фактически вернул ее миру, Вильфриду Войничу. Он родился в 1865 на территории Российской империи в польской семье. В молодости будущий книготорговец был далек от спокойной жизни ученого или коллекционера. Его увлекали революционные идеи, и участие в подпольной деятельности привело к аресту и ссылке в Сибирь. Однако судьба приготовила для него совсем другой путь. Не желая провести лучшие годы за решеткой, Войнич совершил дерзкий побег и покинул пределы империи. Со временем политическая борьба отошла на второй план. После освобождения и переезда в Западную Европу Войнич постепенно ушел от революционной деятельности и занялся антикварной торговлей, сначала в Лондоне, а затем в Нью-Йорке. Его основным направлением стали старинные книги и редкие рукописи, где он быстро приобрел репутацию опытного и внимательного коллекционера. Вильфрид Войнич отличался выдающимися лингвистическими способностями. Он свободно владел несколькими европейскими языками и умел работать с латинскими и старофранцузскими текстами, что было особенно важно для антикварного рынка того времени. Благодаря этому он не только оценивал редкие издания, но и мог устанавливать их происхождение, эпоху и культурный контекст, что резко повышало его ценность как специалиста. В 1912-м Вильфрид Войнич оказался на вилле Мондрагоне, старинном комплексе неподалеку от Рима,
скрытом среди холмов и густой итальянской растительности. Именно здесь, в XVI веке, проходили обсуждения реформы календаря, которая впоследствии привела к появлению григорианского летоисчисления. К началу XX века вилла находилась во владении иезуитов. Несмотря на богатое прошлое и значительное культурное наследие, орден в тот период испытывал финансовые трудности и был вынужден расстаться с частью своей библиотеки, в которой веками хранились редкие и малоизвестные рукописи. Для Войнича это стало редкой возможностью заглянуть туда, куда обычно посторонним доступа не было. Среди десятков старинных рукописей его внимание привлекла одна книга. Она казалась древней, и при этом она совершенно не вписывалась ни в одну известную ему традицию письма или оформления текста. В тот момент он еще не мог предположить, что держит в руках документ, который спустя столетия станут называть одной из самых загадочных рукописей в истории человечества. После покупки рукописи Войнич не ограничился ее изучением как редкой книги, он попытался выяснить, откуда она взялась и через чьи руки прошла до него. Постепенно эти поиски начали уводить его все дальше в прошлое. Одна из первых зацепок привела его ко двору Рудольфа II Габсбурга, императора Священной Римской империи, известного не только политикой, но и сильным интересом ко всему необычному и загадочному. При его дворе ученые и астрологи работали рядом, а редкие и странные предметы считались ценностью наравне с государственными сокровищами. По одной из наиболее распространенных версий, именно Рудольф приобрел загадочную рукопись в конце XVI века. Причем книга обошлась ему в сумму, которая даже по меркам императора считалась огромной – около 600 золотых дукатов. Для сравнения, это более 2 килограммов золота. Уже тогда манускрипт воспринимался как нечто исключительно ценное. Впрочем, сам Рудольф был человеком весьма своеобразным. Он коллекционировал редкости, увлекался алхимией, заказывал гороскопы и искренне верил, что где-то существует философский камень, способный раскрыть тайны мироздания. В его личном зверинце содержались экзотические животные со всего света, а некоторые источники утверждают, что любимым питомцам императора позволялось свободно перемещаться по дворцовым помещениям. Интерес Рудольфа II к манускрипту Войнича вполне объясним. Прага времен Рудольфа стала своеобразной столицей загадочного знания. Именно сюда стекались люди, утверждавшие, что способны раскрыть секреты мироздания, создать золото из неблагородных металлов или найти ключ к вечной жизни. Загадочная книга, написанная на неизвестном языке и украшенная странными иллюстрациями, выглядела как находка, от которой император просто не мог отказаться. Однако даже Рудольфу не суждено было узнать ее секрет. В начале XVII века политическая борьба внутри династии Габсбургов достигла своего предела. Власть императора начала стремительно ослабевать, а вскоре контроль над значительной частью его владений перешел к собственному брату. Спустя некоторое время Рудольф умер, так и не получив ответов на вопросы, которые, вероятно, задавал себе долгие годы. После его смерти известно, что книга оказалась у Якуба Горочицкого из Тепенца, врача и доверенного человека императора. Спустя столетия исследователи обнаружат на страницах манускрипта почти исчезнувшую подпись этого человека. Затем книга переходит к Георгу Баришу, пражскому ученому и алхимику. Бариш оказался буквально одержим загадочным текстом. На протяжении многих лет он пытался понять смысл неизвестных символов, сравнивал их с древними языками и искал закономерности там, где другие видели лишь хаос. Осознав собственное бессилие перед этой тайной, Бариш обратился за помощью к человеку, которого многие считали одним из самых образованных людей своего времени. Этим человеком был Афанасий Кирхер. В XVII веке его имя было известно далеко за пределами научных кругов. Иезуит, ученый, изобретатель, лингвист, математик и исследователь древностей, Кирхер считался одним из самых образованных людей своей эпохи. Его труды охватывали десятки областей знаний, от геологии и астрономии до музыки, механики и изучения древних языков. Многие современники воспринимали его как человека, способного найти ответ на любой вопрос. Особую известность Кирхеру принесло изучение египетских иероглифов. В то время многие были убеждены, что именно он приблизился к разгадке письменности Древнего Египта ближе, чем кто-либо другой.
Репутация ученого росла с каждым годом, а его мнение ценилось по всей Европе. Поэтому, когда загадочная рукопись оказалась в его руках, это выглядело как финал истории. Казалось, если кто-то и способен прочитать неизвестный текст, то именно Афанасий Кирхер. Но реальность оказалась совсем иной. Мы не знаем, сколько времени Кирхер посвятил изучению рукописи и насколько далеко продвинулся в своих попытках понять ее содержание. Однако мы знаем, что загадочная книга осталась такой же непонятной, какой была прежде. После этого манускрипт оказался среди тысяч других книг в библиотеке Колледжо Романо, одного из крупнейших образовательных центров своего времени. Там он хранился десятилетиями, а затем и столетиями, практически не привлекая внимания. Постепенно сведения о нем исчезают из исторических источников. Книга не становится предметом громких исследований, не вызывает споров, не привлекает внимания ученых. Казалось, тайна будет похоронена там навсегда, но в XIX веке Европу вновь захлестнули политические потрясения. Когда Объединенная Италия установила контроль над Римом, многие церковные учреждения подверглись реорганизации, а их архивы и библиотеки оказались под угрозой расформирования. В этот период наиболее ценные рукописи были тайно вывезены из Колледжо Романо и спрятаны в более безопасном месте, на вилле Мондрагоне. Там манускрипт пролежал еще несколько десятилетий, до того самого дня в 1912-м, когда его случайно обнаружил Вильфрид Войнич. Именно тогда история загадочной книги, которая веками скрывалась в архивах Европы, началась заново. Одна из первых серьезных попыток объяснить рукопись была предпринята вскоре после ее обнаружения. Американский исследователь Уильям Ньюболт выдвинул необычную идею. Он предположил, что настоящий текст скрыт не в самих символах, а внутри них. По его мнению, на поверхности букв существовали микроскопические отметки, образующие дополнительный шифр, который можно увидеть лишь при многократном увеличении. Если теория была верна, перед исследователями открывался совершенно новый уровень текста – тайное послание, спрятанное внутри уже существующего послания. На первый взгляд все выглядело убедительно. Ньюболт даже заявил, что смог определить автора рукописи и восстановить часть ее содержания. Однако дальнейшие исследования опровергли эту версию. Знаки, которые считали частью шифра, оказались обычными дефектами чернил и следами старения пергамента. Одна из самых перспективных теорий рассыпалась под микроскопом, но это было только начало. На протяжении XX века к загадке подключались лучшие специалисты по криптографии. Люди, которые успешно вскрывали военные шифры, ломали коды иностранных разведок и решали задачи, считавшиеся невозможными. Среди исследователей был и Уильям Фридман, один из самых известных криптоаналитиков XX века, работавший над расшифровкой японских шифров во время Второй мировой войны и считавшийся специалистом мирового уровня в области кодирования. В 1930-1950-х годах он вместе с командой пытался применить к манускрипту Войнича методы статистического анализа текста и криптографии, используемые в реальных разведывательных задачах. После десятилетий работы он пришел к неожиданному выводу: возможно, проблема не в сложности шифра, а в том, что это вообще не шифр в классическом смысле. Среди обсуждавшихся им и его коллегами вариантов фигурировали гипотеза искусственного или сконструированного языка, а также система записи, не совпадающая ни с одной известной лингвистической структурой. Но существовала и более радикальная версия, которую позже стали обсуждать уже другие исследователи. А что если за этим текстом вовсе нет зашифрованного смысла в привычном понимании? Что если сотни страниц загадочных символов – это всего лишь тщательно созданная иллюзия осмысленного текста? Сторонники этой версии считают, что рукопись могла быть создана как грандиозная мистификация. В качестве возможного автора иногда называют самого Вильфрида Войнича. На первый взгляд такая теория выглядит вполне логично. Он прекрасно разбирался в старинных книгах, знал рынок редких рукописей и понимал, какую ценность может иметь уникальная находка с загадочной историей. Кроме того, именно после ее обнаружения
Манускрипт привлек внимание ученых по всему миру и быстро превратился в одну из самых обсуждаемых исторических загадок своего времени. Однако здесь возникает серьезная проблема. Чем глубже исследователи изучают рукопись, тем труднее объяснить ее происхождение простой подделкой. Текст занимает сотни страниц, подчиняется определенным закономерностям, а иллюстрации образуют сложную связанную систему. Более того, в начале 21 века появились данные, которые еще сильнее осложнили жизнь сторонникам версии о мистификации. Радиоуглеродный анализ показал, что пергамент, на котором написана рукопись, был изготовлен в первой половине XV века, задолго до рождения Вильфрида Войнича. Конечно, теоретически можно предположить, что кто-то использовал старый чистый пергамент для создания подделки. Но в случае манускрипта речь идет о сотнях страниц средневекового материала, сохранившихся в отличном состоянии. Анализ чернил и красок показал, что они соответствуют материалам, использовавшимся в Европе начала XV века. Все указывает на то, что перед нами подлинный средневековый документ. С версией о подделке плохо согласуется и другой факт. В начале XX века никто еще не знал о будущих методах датировки, которые позволят определять возраст пергамента с высокой точностью. Если бы рукопись действительно была создана во времена Войнича, ее автору пришлось бы каким-то образом предусмотреть результаты исследований, появившихся лишь десятилетия спустя. Интересные результаты дал и анализ самого текста. Компьютерные исследования показали, что расположение символов и повторяемость слов подчиняются определенным закономерностям. По своим статистическим свойствам текст больше напоминает реальный язык, чем случайный набор знаков. Поэтому сегодня большинство специалистов рассматривает манускрипт Войнича как подлинный исторический артефакт. Каждые несколько лет возникает новая сенсация. Исследователь, лингвист, математик или просто энтузиаст публикует заявление «Тайна, наконец, раскрыта». Появляются статьи, интервью, документальные фильмы и громкие заголовки. Но проходит время, и очередная теория начинает разваливаться после проверок. Проблема заключается в том, что расшифровать неизвестный текст недостаточно. Необходимо доказать, что полученный результат действительно работает, что система перевода позволяет понимать не отдельные слова, а весь документ целиком. И именно на этом этапе большинство гипотез терпит поражение. Иногда создается впечатление, будто перед нами не ботанический справочник, а попытка описать мир, который не совпадает с привычной нам природой. За более чем 100 лет исследований ни одна расшифровка так и не получила устойчивого признания. И манускрипт Войнича далеко не единственный подобный случай. В истории существуют системы записи, смысл которых до сих пор остается неизвестным. Например, цивилизация инков использовала для хранения информации сложные шнуры с узлами. Ученые научились понимать лишь часть этой системы, но до сих пор спорят, могла ли она содержать полноценные тексты. Иногда проблема заключается не в сложности шифра, а в том, что до нас просто не дошел ключевой фрагмент знаний, без которого вся система теряет смысл. Возможно, перед нами не шифр, а естественный язык, исчезнувший вместе с культурой, которая его породила. Тогда проблема не в коде, а в полном отсутствии контекста, без которого текст просто перестает читаться. Другая гипотеза предполагает искусственно созданную систему письма, язык или код, разработанный специально для одной цели, понятный лишь узкому кругу людей. После исчезновения этой традиции он мог превратиться в замкнутую систему, утратившую ключ к самой себе. Либо рукопись могла быть интеллектуальным экспериментом или сознательной мистификацией, рассчитанной на далекое будущее. Но в тексте слишком сложная структура, слишком последовательные закономерности, слишком объемный и продуманный корпус текста, чтобы это выглядело как простая игра. Еще одна странность связана с самим процессом написания. На сотнях страниц исследователи практически не обнаружили исправлений. Для обычной книги такого объема это выглядит необычно. Создается впечатление, будто автор прекрасно знал систему, которой пользовался, и никогда не ошибался. Но если это действительно язык или сложный шифр, то кто владел им настолько свободно?
В 2026 было опубликовано исследование, автор которого предложил необычное объяснение происхождения текста манускрипта. Согласно этой гипотезе, для его создания могла использоваться простая система, основанная на случайном выборе заранее подготовленных элементов с помощью игральных карт или костей. Если говорить упрощенно, автор рукописи мог не записывать настоящий язык слово за словом, а собирать слова из готовых частей по определенным правилам. В результате получался текст, который выглядит осмысленным. В нем повторяются похожие слова, прослеживаются закономерности и возникают структуры, напоминающие реальный язык. Во время экспериментов исследователю удалось получить тексты, свойства которых оказались удивительно близки к тексту манускрипта Войнича. Возможно, однажды появится метод, который позволит прочитать этот текст без догадок и теорий. И тогда окажется, что все это время перед нами действительно было сообщение, просто написанное на языке, который мы не умели расшифровать. Если вам нравятся подобные загадки, обязательно посмотрите наше расследование о другой таинственной рукописи – истории Адама и Евы. В отличие от манускрипта Войнича, эта история связана не с далеким прошлым, а с возможным будущим. В ней говорится о циклах глобальных катастроф и событиях, которые могут кардинально изменить судьбу человеческой цивилизации. Для многих именно это делает ее еще более пугающей загадкой. Обязательно посмотрите это видео следующим. А если вас впечатлил манускрипт Войнича, напишите в комментариях свою версию. Что это на самом деле? Забытый язык, зашифрованные знания, искусственно созданный код или нечто, что человечество пока просто не способно понять?